Здравствуйте, друзья! Вырождение династии Габсбургов. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. И снова здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам еще одну интересную историю. Вырождение династии Габсбургов, которая была самой могущественной семьей в мире, является одним из самых известных случаев впоследствии близкородственных браков среди монарших особ в истории. Многие исторические личности, которых мы помним до сих пор, такие как Мария Антуанетта или эрцгерцог Франц Фердинанд, происходили из Габсбургов. Габсбурги в разные века правили в Австрии, Чехии, Венгрии, Хорватии, Испании, Италии, Священной Римской империи, Португалии, Трансильвании и даже в Мексике. Своего пика могущества Габсбурги достигли в 16-17 веках, и именно тогда родословная Габсбургов содержалась в самой строгой чистоте, и они женились лишь на своих близких родственниках. В итоге подобные связи привели к устойчивым наследственным физическим и психическим аномалиям, а потому и к массовому бесплодию, что и привело Габсбургов к краху. Все началось в 13 веке. Восход династии Габсбургов начался с Рудольфа VI, который в 1279 году стал королем Германии под именем Рудольф I. Сама же семья Габсбургов ведет свой род с XI века. Рудольф I собрал под себя обширные земли, а потом захватил Австрию и в 1281 году передал власть над ней своему сыну Альбрехту. Уже у Альбрехта прослеживается характерный, очень длинный габсбургский нос с горбинкой. С этого момента Габсбурги были тесно связаны с династической линией Австрии, а позже добавили в свою империю трон Богемии и Венгрии. Самыми главными дипломатическими козырями Габсбургов были брачные союзы. Когда в 1477 году Максимилиан I, сын императора Священной Римской империи Фридриха III, женился на Марии, дочери французского короля Карла Смелого, Габсбурги распространили свое влияние на огромную часть Европы. Позже Максимилиан получил контроль над Нидерландами, Люксембургом и частью Франции, а после смерти Марии он женился на Бьянке, дочери миланского герцога. Максимилиан продолжил традицию, женив своего сына Филиппа Красивого на Хуане I, королеве Кастилии, которая потом сошла с ума и получила прозвище «Безумная». С этого брака в гены Габсбургов проникли психические отклонения, которые лишь увеличивались с последующими браками, которые теперь все чаще происходили на близких родственниках. Дело в том, что, получив невероятную власть и могущество, Габсбурги заработали и паранойю, боясь чужой крови, которая будто бы могла разрушить их империю. Хуана Безумная. Хуана уже имела проблемы с психикой, когда вышла замуж за Филиппа, но самого Филиппа это не волновало, ведь вместе с Хуаной он получал полную власть над Кастилией. Сама Хуана яростно отрицала собственные психические проблемы, в том числе маразм, уверяя, что у нее всего лишь иногда возникают приступы ревности. Ее муж не просто так получил прозвище «Красивый», он был знатным бабником. Хуана однажды даже избила даму ножницами и подстригла волосы, подозревая, что она является одной из любовниц своего мужа. Поэтому точно неизвестно, была ли Хуана реально больной, но она сама была ребенком от брака между кузенами, поэтому наличие у нее отклонений очень правдоподобно. Психологи и историки считают, что Хуана точно страдала от сильной депрессии или биполярного расстройства. Тем не менее, Хуана родила Филиппу 6 детей, старший из которых Карл V позже стал императором Священной Римской империи, а также властителем Кастилии и других испанских земель. К началу 16 века Габсбурги продолжали добавлять в свою семейную линию новые территории. Дочь Хуаны Изабелла вышла замуж за представителя датского королевского дома, а другой сын Хуаны Фердинанд женился на Анне Ягеллонка из Богемии и Чехии. Позже Фердинанд под именем Фердинанда I стал очередным правителем Священной Римской империи. Но уже в середине века близкородственные браки стали у Габсбургов обычным явлением. В 1548 году дочь Карла V Мария Испанская вышла замуж за своего двоюродного брата Максимилиана, сына Фердинанда и Анны,
а сын Карла V Филипп II женился на Анне Австрийской, дочери Марии и Максимилиана, которая приходилась ему племянницей. В 1571 году Карл II эрцгерцог австрийский также женился на своей племяннице Марии Анне Баварской, а дети Филиппа II, Филипп III и Карла II, Маргарита Австрийская, поженились между собой, и семейные петли Габсбургов стали еще хуже. Впрочем, подобное было не редкость в те века среди царственных особ, поэтому никто особого внимания не заострял, хотя церковью такие браки не одобрялись. Чем больше Габсбургов вступало в близкородственные связи, тем сильнее в их потомках становились видны физические и психические изъяны. Дети Филиппа III и Маргариты Австрийской, в свою очередь, поженились на своих кузенах и племянницах. В 1661 году на свет появился, пожалуй, самый известный и уродливый Габсбург, чьи портреты даже с учетом доли лести художника до сих пор вызывают оторопь. Это был Карл II Испанский. Его родители были кузенами, одна из бабушек также являлась его тетей, а другая бабушка была одновременно и прабабушкой, а все его прадеды были сыновьями Филиппа Красивого и Хуаны Безумной. Генетические отклонения от столь тесного инбриндинга у бедного Карла II были настолько сильными, что он был бесплодным, а его челюсть была настолько деформированной, что он едва мог говорить. Его зубы не смыкались друг с другом, а ходить нормально Карл II начал лишь когда стал взрослым. А в детстве он ходил с большим трудом и часто падал. В итоге он стал последним представителем Габсбургов на испанском троне и тем, с кого началось падение династии. В 2009 году в научном журнале PLOS ONE была опубликована статья, посвященная генетическим дефектам Габсбургов и как они повлияли на их детей. Детская смерть была особенно высока у испанских Габсбургов. С 1527 года по 1661 год, когда родились Филипп II и Карл II, у испанской линии всего родилось 34 ребенка. 10% из них умерло, не дожив и до года, а остальные 50% умерли, не дожив до 10 лет, писалось в статье. Авторы статьи уверены, что нежизнеспособность детей – прямой результат вырождения Габсбургов от кровосмесительных связей. Свежая кровь в династические линии долгие годы практически не вливалась. Начиная с Хуаны Безумной, у которой были лишь редкие припадки, Габсбурги закончили Карлом II. В 1552 году родился Рудольф II, который был внуком Хуаны Безумной и который страдал от сильной депрессии, что очень мешало карьере политика. В итоге он уступил власть своему брату и далее лишь хранил для себя титул. Современная медицина называет особую габсбургскую челюсть прагматизмом. При этом дефекте челюсть не просто выступает вперед, но и лишена подбородка. Подобное чаще всего встречается у негроидной расы, но из-за Габсбургов в Европе даже в 21 веке можно нередко встретить эту челюсть. В основном она встречается у дальних потомков династии, но нередко и у обычных людей, которые, возможно, являются потомками незаконно рожденных от Габсбургов детей. 1 ноября 1700 года в возрасте 38 лет скончался король Испании Карл II из династии Габсбургов. Так долго Карлу помог прожить только постоянный уход врачей и прислуги. Король с рождения болел, эпилепсия, размягчение костей, проблемы почти со всеми органами, импотенция. Кроме того, Карл унаследовал фирменный признак рода Габсбургов – выпеченную нижнюю губу и оттопыренный подбородок. Детей у Карла не было. Род испанских Габсбургов на нем прервался, а трон занял самый дальний родственник Филипп V из рода Бурбонов. В то же время Священной Римской империей правил Леопольд I из другой ветки – имперских Габсбургов. Его здоровье было крепким, он прожил долгую жизнь и зачал кучу детей в 3 браках. Несчастному Карлу Леопольд уже был достаточно дальним родственником, но губу и подбородок имел почти идентичные. На фамильных портретах Габсбургов разных веток можно найти одни и те же лицевые дефекты, даже учитывая манеру художников того времени делать заказчиков на портретах красивее. Ученые из университета Сантьяго де Компостела сравнили изображения представителей династии Габсбургов и составили их очень подробное генеалогическое древо – почти 6000 человек в 2 десятках поколений.
и результаты оказались предсказуемыми. Чем сильнее Габсбурги увлекались инбриндингом, то есть заводили детей от близких родственников, тем больше страдало их потомство от хронических заболеваний. С династической точки зрения браки между близкими родственниками были выгодны. Трон точно оставался в руках Габсбургов, даже при очень плохом политическом раскладе. Но испанские Габсбурги переборщили. Смертность младенцев от врожденных заболеваний в их роду доходила до 50%. Отец Карла II был родным дядей его матери, которая сама была плодом любви двоюродных брата и сестры, чьи родители также приходились друг другу близкими родственниками. Собственно, Карл уже не мог родиться здоровым. Коэффициент инбриндинга у него получился 25,4%. Это даже чуть больше, чем у детей, зачатых родными братом и сестрой. Хотя наши исследования основаны на историческом материале, инбриндинг до сих пор распространен в отдельных географических регионах и среди определенных религиозных и этнических групп, поэтому и сегодня важно исследовать его последствия. Династия Габсбургов служит своего рода лабораторией для этого, поскольку уровень инбриндинга в ней особенно высок, подытожил профессор Роман Вилас. Имперские Габсбурги тоже страдали от наследственных заболеваний и имели характерную внешность, но в меньшей степени, а вскоре после исчезновения испанских родственников к ним пришла относительно свежая кровь. Карл I – последний император из династии Габсбургов, почти 700 лет управлявших австро-венгерской монархией, некогда самой обширной в Европе. Отрекся от престола в ноябре 1918 года и закончил свои дни в изгнании на далекой португальской Мадейре. Его старший сын Отто фон Габсбург, 1912 года рождения, долгие десятилетия считавшийся наследником императорского дома, умер в 2011 году, чуть не дожив до столетия. Сегодня наследники дома Габсбургов – два его сына – старший Карл и младший Георг, уже просто Габсбурги, без приставки «фон». Младший из них тесно связан с Венгрией, где его величают «дьерть». Там он живет и работает последние 20 лет. Сначала послом по особым поручениям правительства Венгрии, а затем председателем Венгерского Красного Креста. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.